Срочное сообщение вам. После этого видео этот человек объявится, о котором вы подумали. И скажет вам о чем-то. Сейчас. Он, может быть, не скажет это вслух, но сейчас мы залезем в его голову и будем и отливкой мы почистим немножко его голову, его мысли и ваши тоже. Да, этот человек прям как собака на сене. Сам не дам, сам не сням и другим не дам. Да, на самом деле. Кто-то прям его как будто за нос, как оса укусила, и он прям кричит от боли. Срочное сообщение от него, и он хочет сказать: мне больно, мне плохо, мне очень нужен твое, сказала тело, да, мне очень нужно, да, чтобы как-то обнять тебя, почувствовать тебя. У него проблемы есть какие-то с деньгами, с деньгами. С чем он хочет к вам прийти? Прийти – это не значит, что дверь откроется, и он войдет. Он хочет это вам сказать, возможно, он хочет написать. Вы о нем узнаете, он объявится. Вы можете его увидеть в машине, где-то ехать, вы можете его увидеть в сетях. Сейчас жизнь такая. У кого-то он действительно напишет и объявится действительно. А человек, вот у него такое, что он себя показывает, что он такой сильный конь, такой сильный. Ну, я говорю, как собака на сене. И такой вот он, да. Что он хочет вам сказать? Он хочет вам сказать, что он хочет сказать, а сидит, понимаете, я уже всех зверей из зоопарка перебрала, как черепаха. Вот она, эта черепаха. Мыслей столько, а движений ноль. Перед ним стоит какое-то очень важное решение. Ему надо что-то выбрать. Человеку почему-то очень тяжело и физически, как будто у него какие-то раны или боль какая-то, и очень тяжело и духовно. Он хочет вам сказать, что бы ни было, на человеке есть действительно какое-то воздействие. Прям вот оно вышло, видно. Прям сущность прилепилась, высасывает из него кровь. Это не обязательно, что кто-то наводил. Человек мог прицепить везде даже, потому что он все время лезет, куда ему не надо. Лезем, полезем, все залезем. Куда надо и куда не надо. Что еще человек хочет вам сказать? Человек хочет вам сказать, действительно, он прям, вот знаете, мне надо тебя увидеть, мне надо с тобой поговорить. Но у него такой страх, что вы его пошлете на 3 буквы, что вы его опять своей силой пошлете. Есть какая-то женщина, и нужно тоже решить с ней вопрос. Женщина, которая почему-то дает ему какие-то советы, зачем, не знаю, но чего-то дает она ему советы, еще что-нибудь дает и поддает. Что у нас вышло? Здесь у человека почему-то страх или почему-то перегорожена его мужская функция, перегораживается. То ли там какие-то болезни, заболевания, и сердце ноет, сердце плачет, он вам хочет сказать, хочет, но не может, это называется. Отлили, собаку не отлили. Собака так и осталась у него, как собака на сене, рычим, лаем и никого не пускаем. Сами себе жить мешаем. Вот такое сообщение это на отливке. Отливка дает нам то, что мы видим, и отливаем ненужный негатив. Не забывайте про энергообмен. Обязательно донейшн. Все мои контакты в шапке профиля. В сообщениях точно так же нажимаете на ссылку. И по ссылке нажимаете, входите туда, куда вам хочется написать. В любой чат. Если сразу не открывается, то 3 точки вверху. Нажимаете на них. Дальше выходит строка «Открыть в браузере». А мы смотрим теперь на знаках. Что человек? Да, человек представляет, что он такой бык, как я сказала, такой вот, как собака на сене. Вроде как всех пугает, а самой палки боится. Что человек хочет вам сообщить? Срочно его мучает. Что, знаете, как будто
Вот как будто его кто-то окружил, и он никак не может найти ответ. Вот знаете, такое идет, что ему надо какое-то жертвоприношение принести, чтобы открылись какие-то пути дороги. Возможно, надо действительно к мастеру отвести или сделать это чуть-чуть инкогнито. Что человек хочет вам сказать? Он хочет, понимаете, он о себе прям аж не одно я, а 3 я. Я и поп не моя. Яйца тоже. Крайне простите за такой каламбур. Он очень о себе большого мнения, а на самом деле гавсть, гавсть, гавсть и только гавсть. Что он хочет вам сказать? Он хочет действительно вас увидеть, и он хочет встречи. И он понимает, что надо ждать. Вот, понимаете, он хочет встречи, а надо сесть на этот плот и поплыть к вам. Ну, плот-то надо сделать. А потом страшно на плоту плыть. А вдруг потонет. Вот, понимаете, тут трусость больше как-то идет. Что он? У кого-то человек где-то далеко. Или куда-то будет ехать. Или он на расстоянии. И он... Вот, понимаете, ему надо... Расстояния могут быть и просто в разных городах, в разных подъездах, а может быть и в разных странах. Но он боится вас нам написать. И здесь действительно человеке есть присоска. Тут написано исправление порчи. У кого-то порча, но это только на личном приеме можно четко узнать, есть ли порча или нет. Так, это все ерунда. То есть, ну, это общее для всех, для многих. Тут действительно нужно человека привести в порядок и морально, и внутренне, и физически. И тогда у него будет восход. И тогда он увидит солнце. И он это хочет вам сказать. Он хочет, если вы разошлись или у вас какие-то недомолвки, возврата к радости. Пишите «принимаю, приобретаю». Лучше всего и на свете блага желаю. Да будет так, чтобы не было разлад, а чтобы было солнце, и чтобы конец мучениям пришел, и все оделись в красные одежды для радости и для благости. Принимаю, приобретаю. Да будет так. С вами всегда Вивьена. Подписывайтесь в мой телеграм.